Всем привет, это Аль-Фади, и сегодня мы продолжим нашу серию видеороликов о Мухаммеде с критическим анализом. Сейчас мы рассмотрим некоторые источники, в которых говорится о Мухаммеде, в данном случае традиционные исламские источники, и как ученые реагируют на эти источники. Со мной в студии, чтобы рассказать обо всем этом, доктор Джей Смит. Добро пожаловать, брат. Спасибо, всегда приятно работать с тобой. Всегда приятно общаться с кем-то, кто на самом деле очень много знает о том, о чем я говорю. Потому что мы уже обсуждали это раньше, но кое-что из предлагаемого материала является новым. И давайте откроем слайд, потому что это список моих вопросов, которые я должен задать. Если появляется новый пророк, Аль-Фади, то зачем он нам нужен? У нас уже есть целый список пророков. Зачем нам нужно новое откровение? У нас уже есть Ветхий и Новый Заветы. Более того, если он собирается избрать нового пророка, если Бог собирается избрать нового пророка, то возникает вопрос. Почему ради всего святого он выбрал кого-то, кто не принадлежит к пророческой линии? Верно. Хорошо? Это первый вопрос, который у меня возник. Он уже говорил, что Исаак против Измаила. Исаака он благословит, с ним у него будет завет. Измаила он также благословит, и он будет отцом 12 сыновей или 12 племен. Но выбран Исаак, завет заключен с Исааком. Верно. Более того, что же такого сделал этот человек? Что сделал Мухаммед, чтобы доказать, что он пророк? Он не сотворил никакого чуда. Он не пророчествовал. Это две вещи, которые должен делать любой пророк. Он не получил известного нам откровения, которое было бы эквивалентно тому, что было раньше. Его откровение противоречит предыдущему снова и снова. Посмотрите, даже пророческая линия противоречива. Посмотрите на личность Аллаха или Бога. В обоих откровениях это два совершенно разных Бога. И, конечно же, два совершенно разных Иисуса. Так почему же Бог полностью противоречит тому, что Он сказал ранее? И как он мог назначить человека, который даже не знал, кто он такой? Он понятия не имел о святом имени Бога. Если вы пророк, вы должны знать, кого вы представляете. Верно. Все остальные пророки знали, что это имя встречается в Ветхом Завете 6823 раза. Иисус знал, и Он даже принял на себя это имя в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 58. Итак, если вернуться назад, то это первый вопрос, который у меня возникает. Почему Бог избрал такого неподходящего пророка? Во-вторых, почему Бог выбрал арабский язык для изложения этого откровения, когда уже были предыдущие языки? У него был иврит, у него также был греческий. Они были хорошими и совершенно адекватными. Почему Бог использовал язык, который был таким грубым, таким новым и таким неподходящим даже для чтения? Помните, что в арабском языке VII века было всего 16 согласных. Сегодня их уже 28. Поскольку точки и гласные тогда еще не были изобретены, было слишком рано. Если бы Бог был мудр, Он бы подождал, пока не появятся точки и гласные, чтобы Он мог это сделать. Тогда мы бы точно знали, что говорится в Его откровении. Вот почему у нас есть 30 разных Коранов, потому что точки и гласные в конце концов были созданы. Поэтому, на мой взгляд, это вопросы, которые необходимо задать. Поскольку у нас уже были другие языки, зачем тогда нужен новый пророк, который ничего не знал о Боге? И новое откровение, которое не вытекает из того, что Бог делал раньше. И потом, ради всего святого, почему Бог избрал кого-то неграмотного? Если вы собираетесь кого-то выбирать, выбирайте того, кто, по крайней мере, мог бы прочитать то, что он дает. Верно. По крайней мере, покажите чудо в своей жизни и научитесь читать или писать. И это мой следующий вопрос. Почему он не научился читать? Послушайте, у него было 22 года. Он уже знал арабский. Я не знал арабского, и мне потребовалось 2 недели, чтобы научиться читать и писать на нем. Чтобы выучить 28 букв, не требуется много времени, в то время как ему нужно было выучить всего 16 букв, и у него было на это 22 года. Да. И, кстати, вы знаете, что Аль-Табари критиковал многие слова Корана и утверждал, что они позорят арабский язык. Так что это о чем-то говорит. Это конкретно о чем-то говорит. Верно. Итак, это важные вопросы. И это вопросы, которые вам нужно задать. Давайте снова вернемся к слайду, чтобы вы могли понять, почему ученые обеспокоены. Вот первая проблема. Если большая часть исламской истории была написана так поздно, то, во-первых, почему потребовалось так много времени, чтобы ее записать? Неужели эти люди не были грамотными? Конечно же, они были грамотными. Просто взгляните на все места, которые включены в эту историю. Посмотрите на такие места, как Басра и Багдад, Дамаск, Иерусалим, Каир. Все эти районы. Испанию, Индию. К тому времени, когда воцарился Умар, все эти начальные страны распадутся. Во времена Абдул-Малика в конце VII века у них уже было влияние от Испании на западе до Индии на востоке, от Турции на севере и вплоть до Йемена на юге.
Вы хотите сказать, что на всех этих землях никто не умел читать и писать? Именно так, да. И что нам делать с Египтом, в котором в V веке была Александрия, где была библиотека, которая сгорела дотла? Что могло быть в библиотеке? Но это еще не все. Подождите минутку. Заид ибн Табит. Кто такой Заид ибн Табит? Но я думаю, что именно ему было поручено составить Коран. Значит, он был секретарем, верно? Все верно. Чем занимается секретарь? Записывает. Минутку. Если Мухаммед не умел читать и писать, то почему секретарь не мог это записать? Кстати, знаете, что самое интересное? И я не хочу забегать вперед, но Артур Джеффрис, между прочим, собрал данные о некоторых вариантах прочтения Корана. Угадайте, кто в этом списке, у которого есть варианты прочтения? Заид. Заид ибн Табит. Он был тем, кто знал все эти самые традиции. Верно. У него не было проблем с записыванием текста. Так откуда составители 9 и 10 веков взяли этот материал? Если никто не умел читать и писать, то откуда они взяли весь материал? Очевидно, что ответ таков. Они взяли его из устной традиции. Верно. Это называется иснад. Это такие акбары, которые передаются из уст в уста, из уст в уста. А вы знаете, что происходит, когда вы передаете информацию из уст в уста? Вы можете приукрашивать, дополнять и удалять информацию по своему желанию. Мы делали это в детстве, играя в глухой телефон. Итак, вы можете видеть, что это вопросы, которые необходимо задать. Давайте вернемся к слайду. Получается, есть задержки в истории на 200-300 лет. И мы разберем это дело совсем скоро. Но если устные предания существуют от 200 до 300 лет спустя, должны ли мы доверять им? Или нам стоит вернуться к тому периоду времени, когда все это происходило? Не стоит ли нам вернуться в VII век и посмотреть, что мы там обнаружим? И мы собираемся это сделать. Меня не интересует 9 и 10 века, в отличие от мусульман. Я хочу вернуться в VII век. Я хочу вернуться к тому периоду времени, когда Мухаммед жил в месте под названием Мекка и когда был ниспослан Коран. Давайте вернемся назад. И именно поэтому почти во всем, что я собираюсь сказать, нам нужно обращаться к первоисточникам. На этом мы остановимся, и затем посмотрим, что на самом деле говорят ученые. У меня есть с этим проблемы. Я хочу узнать, что говорят ученые, потому что они смотрят на то же, на что смотрю и я, на то же, на что смотрите и вы. И они сталкиваются со всевозможными трудностями. Такие люди, как доктор Джон Уэйнсборо, доктор Патриция Куруна и доктор Майкл Кук. Это ученые, которые изучают эти вопросы. Доктор Артур Джеффри, о котором ты упомянул. Они сталкиваются со многими проблемами, потому что как ученые, они уже задавали подобные вопросы христианству. Нам приходилось проходить через это в течение последних 200 лет. Они знают, что такое критика структуры. Они знают, что такое критика редактирования, критика формы, критика источника. Это критика, с которой они работают. Я буду цитировать их в следующем видео. Я хочу посмотреть, что именно они говорят. И именно они доказывают, что в исламе есть реальные проблемы. Замечательно. Спасибо тебе, брат. И спасибо всем вам за то, что смотрите. Я надеюсь, что эта серия видео, как всегда, будет вам полезна до следующего выпуска. Это Аль-Фади. Будьте благословенны.